Всем привет! Меня зовут Наташа, рада вас видеть на своем канале. В этом видео я покажу, как у меня получился вот такой вот конверт на выписку из роддома. В таком конверте вы точно не останетесь незамеченной. И малышу будет в таком конверте тепло и уютно. Шить буду из хлопка стопроцентного. Это сатин премиум качества, производства Турция. Он очень нежный, приятный на ощупь. Даже через видео видно, насколько он мягкий и нежный. Здесь у меня оттенок бежевого цвета и сирень. Перед пошивом ткань нужно обработать утюгом с паром. Ткань складываю пополам, лицом вовнутрь и выкраиваю сразу два квадрата 102 на 102 сантиметра. А по краю конверта у меня будет идти вот такой кант сиреневого цвета. Я выкроила полоски итоговой шириной 6 сантиметров и длина 4,20. И получается у меня два квадрата из основной ткани 102 на 102 сантиметра. На детали верха я буду делать стежку, и чтобы ее сделать проще и легко, я сначала заутюживаю. То есть я сначала складываю треугольником с одной стороны ткань, прижимаю утюгом с паром, не растягиваю ткань, а затем складываю треугольником с другой стороны. И получается вот так у меня линия посередине с одной и со второй стороны. И вот эти вот уголки, которые остаются, я потом подворачиваю к серединке и заутюживаю. Утеплитель я использую Альпалекс плотностью 200 грамм. Накалываю верхнюю часть конверта на утеплитель по всему периметру скалываем иголочками, и на середине конверта тоже нужно сколоть иголками, чтобы ткань не съехала при стежке. И идем простегивать одеялко. На своей машинке я ставлю максимальную ширину стежка и прохожусь змейкой. То есть там, где я заканчиваю строчку, я с той стороны начинаю простегивать заново. И так двигаюсь змейкой как бы зигзагом. И как только я закончу стежку, нужно в самый край проложить строчку скрепляющую. Вот так она выглядит. Самый край. Соединить слой утеплителя и ткань. Лишний утеплитель срезаем. Кант я заутюжила лицом наружу. Хвостик я вот так подгибаю. С края нужно проложить строчку, и затем к краю будем прикладывать кант и скреплять строчкой в самый край. Обратите внимание, как я здесь закрываю уголки. Чтобы они не перетягивались, здесь нужно закладывать складочки. Закладываем сначала в одну сторону складку. Вот посмотрите, как я сделала это в видео. Уголки я буду немножко скруглять,
чтобы мне было удобнее шить, и они смотрелись аккуратней. На уголке я сделала 2 складочки и далее продолжаю прокладывать прямую строчку до следующего уголка. Когда я раскрываю уголок, он вот так получается. Деталь верха у меня полностью готова, лишние припуски я срезала. И теперь скалываем лицом к лицу детали внутренней части конверта и верхнюю часть конверта. По всему периметру соединяем иголочками и внизу оставляем отверстие сантиметров 20 для того, чтобы вывернуть одеяло. Через отверстие, которое оставили, выворачиваем одеяло. Но перед этим нужно срезать все уголки и лишние припуски и утеплитель. Ниточки все срезайте. Смотрите, чтобы не оставалось никаких ворсинок, потому что особенно на светлой ткани будет очень заметно, если они нечаянно у вас останутся. Выправляем все уголки аккуратненько. И отверстие, которое осталось, через которое мы выворачивали, я буду зашивать вручную потайными стежками. И завершающий штрих нужно сделать отстрочку, самый край по конверту. Тем самым мы скрепим слои и придадим законченный вид нашему одеялу. На ширину лапку я делаю отстрочку, не торопясь, тихонечку. Снизу я поправляю все слои ткани, чтобы они у меня не зажевывались. И делаем отстрочку. Помним, что уголки у нас скругленные, поэтому нужно точь-в-точь повторить контур уголка. И вот и все. Одеялко наше полностью готово. Его нужно еще раз хорошо поутюжить и идти собирать. К этому конверту я сшила вот такой вот нарядный бантик. Бант идет сразу на резинке. Это очень удобно и облегчает сборы малыша, особенно при выписке из роддома. Не нужно завязывать различных бантов и бояться, что они развяжутся. А такой бантик на резинке, он будет хорошо фиксировать конверт и, конечно, выигрышно смотреться в самом изделии. Вот этот бантик молочного цвета, он вынимается, его можно постирать, отутюжить и заново поставить в бантик. Это очень удобно. Собираем бантик и уже
одеваем на сам конверт. К своему конверту я также решила сшить вовнутрь кружевную пеленочку. Она идет отдельно. Более подробно эту пеленку вы можете посмотреть в прошлом видео. Ссылку оставлю в описании к видео. Там мы собирали посылку, как раз таки этот конверт. И там более подробно я показываю, как завернуть конверт, как положить пеленочку. И в готовом виде конверт выглядит вот таким образом. Посмотрите, какая красота получается. Нарядный, уютный такой конвертик, сделанный своими руками. Как сшить такой кружевной уголок, сшить бантик нарядный. У меня есть видео. Видео они платные. Чтобы получить к ним доступ, напишите мне в личные сообщения. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Отмечайте меня в своих работах в Инстаграме, либо в группе ВКонтакте. Всем до новых встреч. Пока-пока.